Итоги переговоров в Кремле. Цели СВО все-таки изменились. Путин провел новые красные линии. Отвергнутый Трампом Судан предложил России арендовать порт в Красном море. Это поставит под контроль Москвы половину мировой торговли. Папа Римский призвал Трампа не атаковать Венесуэлу. Здравствуйте! На нашем канале только главное. Смотрите, чтобы быть в курсе. Обязательно подпишитесь. С вами «Один день» и я, Андрей Данилевич. Встреча специального посланника Белого дома Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера с Владимиром Путиным длилась почти 5 часов. Она началась со взаимных комплиментов сторон, переходящих в патоку. Рад вас видеть. So pleased to see you. Успели. You've had a walk around the city, right? Пока шли переговоры, NBC News со ссылкой на свои источники на переговорах сообщила, что Путин, по их информации, фактически отказался от главных так называемых целей так называемой СВО. Того, что в Кремле называли денацификацией, демилитаризацией и запретом на вступление Украины в НАТО. Согласно источникам американской телевизионной сети NBC, красных линий у Кремля на этих переговорах осталось всего лишь 3. Вывод украинских вооруженных сил со всей территории Донбасса и полная оккупация его Россией, ограничение численности вооруженных сил Украины. Ранее звучали разные цифры – от 600 до 800 тысяч человек. И официальное признание Соединенными Штатами и Европой оккупированных Россией с 2014 года территорий частью Российской Федерации. Первым итоги переговоров прокомментировал в социальной сети X спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев. Ему хватило одного слова «продуктивно». В это время специальный посланник Белого дома Стив Уиткоф ехал в посольство США на Садовом кольце, чтобы по закрытой шифрованной линии доложить о результатах переговоров Дональду Трампу. А советник Путина Юрий Ушаков вышел с комментарием от Кремля. Всем известно, что только что закончилась беседа нашего президента, который принял 2 представителей американского президента Дональда Трампа, Стива Уиткофа, как вы знаете, и Джареда Кушнера. Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не 5 минут, а 5 часов. Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия, и главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного, долгосрочного мирного регулирования на Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия 2 стран. Кстати, об этом много и раньше говорилось на предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне. В общем, весьма полезный, хороший разговор. И, конечно, он начался с того, что представители Трампа передали
приветы и наилучшие пожелания от своего президента Владимира Владимировича Путину. И в свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу. И причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но он попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали, и, естественно, доложат об этом в Вашингтоне. Ну, примерно вот так. Юрий, позвольте вопрос, пожалуйста. Да. А какие в целом Россия передала сигналы и какие получила от США? И планируется ли следующая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа? Вы знаете, что договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности, с этими двумя людьми, которые приехали сегодня в Кремль. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь вот по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по, так сказать, по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств. Позвольте вопрос. Вот Антон Золотницкий, «Известия». Изначально в СМИ фигурировали некие 28 пунктов этого плана Трампа, потом сообщалось об их сокращении и изменении. Вот насколько этот перечень в принципе сохранился и о каком числе хотя бы пунктов можно говорить? Ну, вы знаете, если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов, он нам был передан, мы с ним ознакомились, естественно. Хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, именно 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткофом и Кушнером. Юрий Викторович, газета «Коммерсант». Скажите, главное, наверное, все-таки территориальный вопрос, да? Я его назвал в числе тех вопросов, которые обсуждались. Он, естественно, наиболее важный для нас, ну и для американцев тоже. Ну, в каком ключе вот он обсуждался, что как был ли найден какой-то компромиссный вариант? Пока еще компромиссного варианта найден не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, они нам не подходят, то есть работа будет продолжаться. Но это действительно один из важнейших вопросов. Юрий Викторович, вы сказали, с чем-то мы согласились, с чем-то не согласились. Да. Может, подскажете нам, например, с чем согласились? Понимаете, мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров. Это вполне логично. Переговоры носили совершенно закрытый и секретный характер. И, конечно, насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, они отрапортуют в Вашингтон, затем поедут в Вашингтон и доложат уже лично президенту Трампу о том, что они обсуждали с президентом Путиным в Кремле. Они не поедут в Киев? Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон. Кушнер, новое лицо в этих переговорах. Что вы Кушнер, можно сказать, что это новое лицо в переговорах. Удалось ему как-то наладить контакт? Вы знаете, да, это достаточно, можно сказать, новое лицо, но он вместе с Уиткофом весьма плодотворно работал на Ближнем Востоке, как вы знаете, и достижение по Газе это дело рук не только Уиткофа, не только других представителей США, но и Джерарда, конечно. И сейчас он уже
какое-то время назад подключился к российско-американскому и украинскому досье. И, в частности, принимал, насколько я понимаю, активное участие в подготовке тех документов, которые были нам переданы. Юрий Викторович, а можно вы подробнее сказали, что был план 28 пунктов, да, еще, что в Москве передали еще 4 документа. Что это за 4 еще? Ну, я не могу раскрывать суть этих документов. Я сказал, что они все касаются долгосрочного мирного регулирования кризиса на Украине. Вначале был один вариант, потом этот вариант был доработан, и появились вместо одного документа 4. Наверное, больше я не могу сказать просто. Юрий Викторович, а позиция европейцев как-то обсуждалась? Что? Позиция европейцев как-то обсуждалась, в том числе их альтернативы, так называемые? Ну, наш президент, естественно, дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте регулирования мы видим со стороны европейцев. Ну, примерно так. Как вы считаете, по итогам переговоров ближе стали к миру или дальше? Не дальше, это точно. Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены, как я сказал. Срок понятно, когда следующий? Что? Да, срок понятно, когда следующий? Вернутся коллеги домой, обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались, и затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону, а мы продолжим обсуждение. Стив Уиткоф после телефонного разговора с Дональдом Трампом покинул посольство США в России и сразу отправился в аэропорт. Никаких комментариев по итогам переговоров он не делал. А вот как начинались эти переговоры. Уиткоф и Кушнер приехали к Путину во второй половине дня, когда в Москве уже начинало темнеть. Но американские гости прилетели намного раньше и были отданы в распоряжение Кирилла Дмитриева. Напомним, именно Дмитриев, согласно утечке телефонных переговоров, опубликованной агентством Bloomberg, передал черновик мирного плана Кремля Стиву Уиткофу по просьбе помощника Путина Юрия Ушакова. Позже этот план был представлен как план Трампа и существенно переработан при участии украинской делегации. Глава фонда прямых инвестиций инвестировал свободное время Уиткофа и Кушнера в прогулку по Москве. Летом, напомним, гостя кормили чебуреками, зимой в основном впечатлениями и прошлись пешком из гостиницы в Кремль. Во время встречи Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Кремле президент США Дональд Трамп проводил 9-е и последнее в этом году заседание правительства Соединенных Штатов. Помимо внутриамериканских тем, Трамп прокомментировал ход переговоров по мирному плану. Войну России против Украины он назвал бардаком. Вы знаете, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сейчас пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово. Байден раздавал 350 миллиардов долларов, как будто это конфеты. Огромная сумма денег. И большая ее часть наличными. Многое в виде техники. Я ничего не раздаю. Мы продаем технику НАТО. Европейские страны платят нам за нее по полной стоимости 100% цены, а потом везут ее в Украину или делают с ней, что хотят. Но мы пытаемся все это урегулировать. Я завершил 8 войн. Это была бы 9-я. И наши люди сейчас в России смотрят, можем ли мы это уладить. Непростая ситуация, скажу вам. Какой бардак. Война, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом. Даже шанса бы не было. И 4 года при мне она не началась. Но вы надеетесь на прорыв? Не знаю. Смотрите, не знаю. Все, что могу сказать. Мы очень стараемся спасти 25-30 тысяч человек каждый месяц. В основном мужчин, в основном военных. 25-30 тысяч солдат. Это невозможно. Это половина стадиона. Возьмите большой футбольный стадион. Вот столько.
Судан предложил России разместить на своей территории российскую военную базу на Красном море в обмен на оружие. Об этом пишет The Wall Street Journal. Москва сможет держать там до 300 военных и до 4 кораблей, включая атомные, а также получить доступ к золотодобывающим концессиям. Взамен Хартум хочет российские ПВО и технику. Режим остро нуждается в вооружении из-за войны с силами быстрого реагирования. Издание отмечает, такая база даст России стратегическое преимущество – контроль за маршрутом через Суэцкий канал, по которому идет около 12% мировой торговли. Для США это станет тревожным сигналом. Проект базы Москва пыталась продвинуть еще в 2020-м, но процесс затормозила гражданская война. Загадочно исчез и также загадочно вернулся. Лукашенко прилетел в Оман и на 2 суток исчез из публичного пространства. Никаких фото, видео или заявлений. Белорусские госсми делали вид, что визита нет, а османские медиа, что гостя не было. Это и запустило волны домыслов. Наша Нива писала, что тишина в Омане для такого уровня визита – аномалия. Только спустя 2 суток появились первые далекие фото со встречей с султаном Хайсамом бен Тареком. Официальная версия – обсуждения сотрудничества, но без деталей. Параллельно Брюссель готовит новый пакет санкций против Минска. Еврокомиссия обвиняет Лукашенко в гибридных атаках, запуске контрабандных воздушных шаров в литовское небо, что, по словам Урсулы фон дер Ляйен, выглядит как проверка реакции НАТО. Папа Римский Лев XIV, возвращаясь в Ватикан после своей поездки в Ливан, призвал США не переходить к военной операции против Венесуэлы и рекомендовал Белому дому сосредоточиться на поиске дипломатических решений, чтобы избежать эскалации. Его заявление прозвучало на фоне усиления риторики Дональда Трампа в отношении режима Николаса Мадуро. Накануне Вашингтон закрыл воздушное пространство над Венесуэлой и оказался под давлением из-за серии авиаударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики и, по некоторым данным, отходили из венесуэльских портов. Голоса, исходящие из Соединенных Штатов, меняются, и время от времени довольно часто. Нам нужно присмотреться. С одной стороны, похоже, состоялся телефонный разговор между 2 президентами, с другой стороны, существует опасность, возможность операции, включая вторжение на территорию Венесуэлы. Больше я ничего не знаю. Я еще раз убежден, что лучше найти пути для диалога, возможно, давления, в том числе экономического, но искать другие способы изменить ситуацию, если Соединенные Штаты готовы это сделать. Лев XIV, ранее много лет служивший епископом в Перу и ставший в мае первым американским папой, обычно осторожно комментирует политику администрации Трампа, но периодически оказывается с ней в противоречии. Например, когда критиковал отношение США к мигрантам. Белый дом пока не отреагировал на его позицию по Венесуэле. Спасибо, что следили за событиями вместе с нами. Впереди новые выпуски «Одного дня». До свидания.